Христос посреди нас, братья и сестры. Господи, благослови. Сегодня мы с вами поговорим о том, что идея самопожертвования, сама идея отвратительна иудохазарам. Об этом нам говорил бывший иудейский раввин Розенталь. Вот что он еще давал в своем интервью. Поскольку мы не верим в жизнь после смерти, то все наши усилия направлены на сей момент. Мы не настолько глупы, как вы, и никогда не примем идеологию, которая основана на самопожертвовании. В то время как вы будете жить и умирать за общее дело. Так вот, идеология в России сейчас – это попытки найти еще какой-нибудь способ, чтобы люди, причем совершенно определенные люди, коренное население, я даже произнесу неприличное слово «русские», сидели дома и не возмущались тем, что в России происходит. Эту идеологию государство, собственно, и ищет, постоянно предлагая разные ее варианты. И нам, кстати говоря, сейчас предлагается, по сути дела, поучаствовать в том же самом мероприятии. Например, мы все прекрасно знаем, что да, положение русского народа нельзя назвать блестящим. Главная проблема с российской властью. И кончая, например, действительно этнокриминальными диаспорами. Так вот, русских сейчас пытаются приучить это терпеть. Россия, конечно же, не является империей, хотя бы потому, что она на самом деле является колонией. Это страна, управляемая колониальными методами. Метрополией можно считать, например, Кремль, а также некоторые вынесенные за пределы России места типа Куршевеля. Напрашивается вопрос, кто управляет. Управляет антинациональная элита, которая на самом деле воспринимает население как покоренных туземцев, ну, примерно как британцы воспринимали в свое время индусов. Они построили пирамиду народов, некоторые из которых приближены для того, чтобы угнетать туземцев, а большая часть народов, скажем так, не имеет никаких прав и существует именно как колониальное население. Прежде всего это касается русских. Поэтому Россию можно назвать, я бы сказал, не империей, не национальным государством, а антинациональным государством. Это государство, в котором существует одна наиболее угнетаемая нация. Ну, в нашем случае это национальное большинство, русские. Дальше существует пирамида народов. Некоторые нации также угнетаются, некоторые имеют несколько большие права и используются, ну, примерно как, допустим, сикхи использовались в Индии для того, чтобы держать в покорности и страхе коренное население. А сверху сидит, повторяю, антинациональная элита, главными свойствами которой является даже не то, что она по крови какая-то другая, а то, что, как вы правильно заметили, она абсолютно другая по духу. Она воспринимает население как быдло, рабов, стадо, а себя как абсолютных господ, которые, скажем так, должны управлять этим быдлом исключительно для себя. Мы живем и умираем только за свои личные интересы. Идея самопожертвования отвратительна иудохазарам. Нет никакой причины, которая оправдывала бы смерть. Потому что смерть – это конец всему. Мы объединяемся, чтобы сохранить самих себя. Это как волки объединяются атаковать жертву, а потом разбегаются, когда задача выполнена. Таким образом и мы, хазары, объединяемся ввиду опасности. Не для того, чтобы сохранить общину, а для того, чтобы спасти свою собственную шкуру.